Конечно, с вами попробовать. So I can come, like, everyone can come down and they stay up, like, a little more. That's it. The quarter ballet can stay up and There's space here because it's just me. Oh, you mean, oh, no, end of this. Here there was a mirror, when the mirrors... Stay. Next scene, they go all the way out. So within and without, they go away. Окей. Переходом на наш дуэт я не понимаю, что там будет. Вырубка будет? Нет, вот мы сейчас это репетировали. Я вышел. Хорошо. Вот это было. Дашку унесли, Джордж уходит туда лицом, а я спиной. Everybody slowly go to her. You guys know. You guys have to cross at the same time. Tom, you crossing this way, right? Starting Gatsby in Ukraine is a challenge because I don't speak the language. And it was hard to communicate my ideas and my passion in the language that I speak every day, and also using, images and I want to say references that are not necessarily familiar to this culture. Communicating all of my ideas to all of the people who worked on this, the set designer, the costume designer, the music, everything. That was the challenge. It really doesn't matter where the Gatsby is done, because there'll be some challenge in some way no matter where you do it. But I don't think that this is a bad thing at all. Сделал другой диаметр, у меня получается на вот этом вот барабане, снизу у него другой диаметр. Поспокойнее, очень быстро сыграли, они не успели сделать. Вот. После Понял. Спокойнее. Хорошо. С того же места, Денис? Да, пожалуйста. С того же места, ребятчики. Ла-та-та-тара. И На самом деле, изначально, когда задумывался этот проект, он задумывался как творческий проект. Без оглядки вообще к привязке территориальной или еще какой-либо. Мы просто хотели сделать красивый, мощный проект международный с международным составом. И международный состав здесь играл абсолютно не пиар какую-то роль, а дело в том, что мы понимали, что разный менталитет, разное видение, разный жизненный опыт, представители разных культур, разных стран, это только обогатит. В наше время пишется их не очень много, и производится современных каких-то постановок совсем немного в мире вообще. А уж для нашей страны, для Украины или в целом для СНГ, скажем, это вообще какое-то событие, мне кажется. Мы познакомились с Денисом после его спектакля «Короли танца». Этот спектакль проходил в Киеве 4 года назад. И понял, что я хочу сделать что-то подобное, а еще лучше, еще больше, еще ярче. Мы встретились после спектакля в баре, прямо рядом с оперным театром. Мы решили сделать какой-то большой проект, и как-то в разговоре возник «Великий Гэтсби». Все, делаем великого Гэтсби. Sunrise is there, sunrise and water. And then you start, go.
Do you do it to the front? Don't you do it to the front or the back? What? The solo. Back? Yeah. Oh, okay. But if you want, No. I wasn't sure. Do you want to go back or are you okay? Really take your time. Ba, E. Slow. Это совершенно грандиозная работа, которую я вспоминаю с двояким чувством. С чувством там, гордости за то, что мы это осилили так или иначе. И с чувством такого некоторого ужаса, потому что эта работа и была изнурительная и очень нервная. The story that I did in this ballet is not in order at all, actually. It kind of skips around, and then sometimes it's sequential, and then it goes off and comes back. Работа с дуэтом это очень интересно. Интересно по той причине, что он очень неординарная личность, очень творческая. Он художник. Да, очень долго Дуайт работал над тем, чтобы оттачивать технику, все движения, связки. Но очень часто он останавливал и заставлял ребят начинать заново, потому что не было энергии. Он всегда просил много энергии, тогда совсем по-другому играет вся хореография. Yeah, quarter ballet. All running and walking has to be really engaged. Don't be afraid. I see you trying to be very clean on the run. Run. Бег, настоящий бег, Yeah. да? Не Yeah. бойтесь, и ходьба, это все должно Yeah, быть Anna, очень just run. целенаправленный. Especially when you run after the briefcase thing and you run to the back, everything much more engaged. And remember every moment. So you finish Las Vegas, even when you run, stay present. I see this, Las Vegas, and then I see blank, 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 and then run. Together. Он очень жестко, как хореограф, но в то же время каждый может его услышать. Он очень точно говорит, чего он хочет от танцовщика. Он очень четко ставит ему задачу и четко объясняет, как ее выполнить. Дорогого стоит. Должен быть характер, да, с таким подходом. Where your feet are, where your head is. You don't look like this. Everything is direct. Yeah, gentlemen, men. No boys. Это не мальчики, это мужчины. Men. Кто такой Дуайт Роден? Это исключительно неординарная личность. У него есть свой узнаваемый стиль, который ни на что не похож. Он берет танцовщиков с классической школой, с хорошей классической школой, и добавляет им свободы. У него такая свободная биомеханика тела. Он, пожалуй, возвращает телу ту животную свободу, до которой эти самые тела из-за классической балетной школы были лишены. Дуайт Роден, он долгое время работал с Мадонной, он долгое время доработал в шоу-бизнесе с Принцем, и в то же время он всю свою жизнь занимался контемпорари, занимался современным балетом. У нас первый акт и второй акт достаточно сильно отличаются, потому что
Первый акт больше похож на мюзикл или на музыку кино, скажем так. А второй акт – это прямо такая симфоническая музыка, которая, на мой взгляд, невозможна без визуализации и без того, чтобы смотреть все это в совокупности с танцем. Какое-то время он сидит, и как он типично всегда делает, он немножко прищуривает глаза и начинает быстро-быстро моргать. И вот он сидит какое-то время, потом он встает, просит кого-то из танцовщиков или пару подойти, и он начинает создавать на них. То есть, ну, там движение такое-то, делаем так, повторяет это, говорит, вот тут немножко поменять, хорошо, пробуем еще. Теперь включайте музыку. И здесь для меня был момент магии, абсолютной магии, потому что включалась музыка, и каждое движение, каждый взгляд, поворот, полуоборот, все ложилось в музыку идеально. I think all of the group scenes are always extremely complicated. There's a ton of things happening, a lot of patterns, a lot of choreography in conjunction with the sets and the lights and the projections, and it's an extremely multimedia production. The decorations were really a process. I mean, at first I thought there were more. There were bars and all kinds of different things, but I just described my vision. The set designer read the libretto, and then we kind of edited into what you see here finally. What it is now is not what it was in the beginning. It's actually a little bit less, but I think it's pretty much all that is needed. But it's a natural process of when you make something new, you know, you always sort of come from here to here, make it more concise. Ну, вы знаете, я лично старался, чтобы это была музыка, но, наверное, все-таки она такая, знаете, достаточно мелодичная, а главное, удобоваримой. Потому что в чем был весь расчет? В силу того, что это очень дорогостоящее мероприятие и все такое. Мы делали балет не для маленьких оперных театров. Мы делали какое-то шоу, которое можно показывать в Кремлевском дворце съездов, знаете, вот, я не знаю, там, во Дворце Украины, то есть в залах, которые можно использовать и для эстрадных каких-то шоу, то есть в залах, куда помещаются 5-6 тысяч человек, 7 тысяч человек, 3 тысячи человек, то есть это такое универсальное произведение, которое было бы интересно и тем людям, которые вообще от балета далеки и никогда в жизни на балете-то, собственно, и не были. В принципе, задачей продюсеров, технологическая задача была сделать его максимально компактным для того, чтобы его можно было переносить. Ну, то есть, если вы приедете в Харьков, там будет одни технические условия, а в Берлине или в Хельсинки будут совершенно другие технические условия, да, или
в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре. Вот, поэтому мы, собственно, ну, вынуждены были довольствоваться каким-то очень минимальным комплектом, да. Я думаю, что это касается и работы света, и нашей работы, и работы там со звуком, не знаю, в общем, всех департаментов. В перевозке шоу из города в город основную сложность составлял масштаб, потому что очень сложно было разобрать достаточно быстро, разобрать все декорации, собрать их, погрузить, перевести. Обычно демонтаж занимает у нас 2-2,5 часа. Мы демонтировали за 45 минут. Демонтировали декорации все. Танцовщики, костюмеры, я, мой брат, Алена Матвиенко. Мы все крутили гайки, мы там срывали какие-то вот шарниры. The video projections bring a mood and a place, a location. Sometimes it's just an environmental sort of stimulus so that the scene has something to play against, so that the movement has a background and a pulse. It sometimes pushes the pulse of the choreography, the moment, the story. So it plays many roles in the entire process. Мы оказались в таком немного как бы сложном положении, потому что, с одной стороны, мы как режиссеры, нам хочется сделать что-то самоценное, с другой стороны, мы понимаем, что наша часть работы — это только один из компонентов, причем не самый главный, один из компонентов этого проекта. Меньше даже мне интересна визуальная часть ее, сколько работа с образами, символами, с психологией, взаимосвязь балет и символизм, который мы вложили посредством видео. Вот. А как она реализована, в принципе, я думаю, что на каком-то этапе нашей подготовки, если бы кто-то взялся другой и реализовал, то идеи, которые были заложены, они все равно дали бы нужный результат, мне кажется. Сама работа продолжалась меньше месяца. Какое-то долгое время искали этот главный образ, если вы заметили, затмение, которое, то есть оно появляется в виде зеленого огня, и постепенно к финалу, к смерти Гэтсби, этот зеленый огонек полностью закрывается.
поводу причесок, девчонки, конечно, хотелось бы, чтобы у всех были. Да, пацанам легче. Короче, слушайте меня. 12 прогон, без грима. По поводу причесок, мужчины, вам легче. Родион, что-то надо подумать. А длинные волосы, надо какой-то, может, Катя поможет что-то. Остальные все. Класс в 10. Музыка 20-х годов прошлого века, она, безусловно, потрясающая, потому что, скажем, то, что делал Гершвин там, и так далее, когда мы погрузились в эту музыку и стали, собственно, внимательно ее слушать и расшифровывать и так далее, вникать в нее. То есть, мне кажется, Гершвин при всей своей знаменитости, популярности, все равно, на мой взгляд, является недооцененным композитором, потому что он совершеннейший гений, как мне кажется. И вот, покопавшись в его музыке, и, конечно, основывались мы именно вот на том, что писал Гершвин. И это был как бы некий наш такой справочник, в котором мы черпали и вдохновение, и отвечали сами себе на какие-то вопросы, слушая его музыку. I'm not so interested in the 1920s as I am interested in the fact that this piece is a timeless work that could fit into any category, any decade really. Because at this particular moment, we only have an influence of the 20s in this production, and we've made it an ambiguous time frame. So the time frame itself is not really pure 20s, although you might get a feeling for that. But it's a time of excess. It was a time of revolution. It was a time of, people spending a lot of money and doing a lot of things, and everybody was hungry for success. That can almost fit into any time. That's what makes it timeless. Это история о вечном, о человеческих чувствах, о дружбе, о любви, о предательстве, о надеждах. Она актуальна в любой стране, в любом городе, в любой части света, в любое время. Мало того, чем наша нынешняя жизнь в Украине или не в Украине отличается от вот этой вот эпохи джаза. Всем хочется, кому-то хочется денег, кому-то хочется гламура, в конце концов всем хочется счастья. Просто для всех это по-разному выражается. То есть мы испытываем те же эмоции, что испытывали, люди испытывают те же эмоции, что и 100 лет назад. Да? Они точно так же завидуют, любят, ненавидят, хотят быть счастливыми и так далее. В этом смысле это произведение действительно будет актуально еще долгое время, и подозреваю, что всегда. Во-первых, этот роман, он сам по себе красочный, эмоционально красочный. Здесь очень много красок, которые яркие, то есть есть любовь, есть разочарование, есть мечта, стремление к мечте и смерть и так далее. Здесь есть все. Естественно, это все показывается с помощью пластики, хореографа, который сделал хореограф. И в то же время подпитывается музыкой, которую написал композитор, исходя от либретто. У нас были разные размышления на тот счет, на какой либретто мы будем писать балет. У нас была одна там такая современная трагическая история украинская, основанная на реальных событиях. Жуткая история совершенно, тяжелейшая. И, наверное, хорошо, что мы все-таки писали балет по другому сценарию, потому что там была очень тяжелая история. Думаю, что у нас получилось менее эффектно. Более того,
Все-таки «Великий Гэтсби» — это история, понятная в любой стране. Какую-то современную, совершенно новую историю нужно было как-то расшифровывать все равно для публики. То есть нужны были, наверное, какие-нибудь книжечки для того, чтобы человек мог понять, о чем вообще речь идет и так далее. Поэтому выбор был продюсеров, но мы с ним мгновенно согласились и решили, что да, вот этот сценарий наиболее... И это произведение наиболее готово к тому, чтобы писать по нему балет. Working with Konstantin was sometimes difficult because we don't speak the same language. And I was in America at first and he was here. But we just kept sending notes. He kept reading the libretto. He would send me versions of the music. I want to say it was challenging, but overall I'm very satisfied with where the score is. I think that we didn't go immediately to this end product at all. There were many, many, many revisions and changes and additions and some subtractions as well. We didn't keep everything we thought we needed. Some things went away. Just like the whole production kind of edited itself. 1 мая 2013 года я сел за первый акт, и все. И тут я понял весь масштаб этого произведения. Полгода я сидел без выходных, праздников, перерывов на обед. То есть просто с утра и до глубокого вечера. Потому что это почти 2 часа музыки. Музыки сложной. Сценарий и либретто приходилось расшифровывать многократно, потому что я не совсем понимал и не до конца, собственно говоря, не до конца осознавал задачи, которые поставлены передо мной. И вот в процессе вот этой расшифровки и так далее и тому подобное рождалась постепенно эта музыка. Перед тем, как что-либо делать, я всегда себя подготавливаю к этому. Поэтому вот в данном случае, если говорить о балете, да, то я переслушал достаточно много музыки. И Стравинский, и Дебюсси, и Равель. Я просто вспоминаю одну историю. Мы когда ездили отдыхать на моря, и был случай, значит, я там посмотрел, там все прыгают, в общем, с горы одной, да. Ну, там метров, сколько там, не знаю, как вот здесь вот этот потолок.
Ну, собственно говоря, оттуда прыгнуть. Ну, не такая большая, в принципе, в воду и высота. Вот. И вот я встал, значит, на эту гору, так вот, когда посмотрел вниз, и вот я простоял где-то около часа, я не прыгнул. В общем, страшно было. И вот когда я потом уже второй раз, когда я уже видел, во-первых, там и женщины прыгают, и там чуть ли не дети, ну стыдно просто как-то стало. И вот второй раз, когда я уже туда залез, я помню вот это вот ощущение первого прыжка. То есть ты, в принципе, помнишь только лишь вот этот вот момент, когда ты отталкиваешься, и уже когда выныриваешь. А вот тут, когда ты летишь, у тебя совершенная паника. То есть ты вообще не понимаешь, что происходит. Потом, когда... Вот, собственно говоря, так и в балете это было. То есть вот это вот мы оттолкнулись, и потом это просто была вот... То есть нужно было писать, и времени было катастрофически мало. Обычно я работаю в мейнстриме, то есть обычно мы работаем в таком жанре, который мгновенно выходит на миллионы глаз и как бы ушей, знаете. То ли я занимаюсь какими-то популярными эстрадными проектами, то ли мы занимаемся каким-то большим кино, которое имеет резонанс, потом и его смотрят по телевизору или в кино миллионы людей. А тут все-таки такое достаточно закрытое, локальное эстетское искусство. Его не показывают по телевизору, его не показывают по общественным каналам и так далее. А сил, времени, способностей оно занимает много. Konstantin brought the vocalist when we made a promotional video even before we started, and I said to him I would love to have some vocals in the score. And that's how it came about. It was really his idea. I heard it, loved it, and said, can we have it? I actually think we could even have more. У нас такая смесь симфонической музыки и такого как бы авангарда, на котором настаивал именно Дуайт. То есть в чистом виде симфоническая музыка его не совсем устраивала в силу того, что нужны были какие-то еще более выразительные какие-то краски. То есть какие-то дополнения и вкрапления из другой музыки. Потому что все-таки он ведь постановщик не совсем прямо классический, а академический. Он все-таки широкоформатный человек. Поэтому у нас всяко разное там есть. Вот. И даже есть вокальные две небольшие арии, вот, что вообще для балета совсем не свойственно. Но мы это сделали, потому что, мне кажется, что это все происходит как раз в таких местах, когда это прямо, вот такая последняя гирька. Но зато это так как-то неожиданно и свежо, мне кажется.
One of my favorite scenes is the final part of Act One, where Gatsby and Daisy kiss for the first time, and we close the act like that. I think it's a very good way to end the first act, and it leaves the audience in anticipation for what's to come in Act Two. Опасение, конечно, у меня было, и долго я не соглашался. Это нужно отдать должное продюсерам балета, которые приложили массу усилий для того, чтобы меня как-то затащить в эту историю, учитывая мою повседневную занятость, большую занятость своими шоу-бизнесовыми делами, кино, как раз на то время я еще заканчивал, и так далее, и тому подобное. Но последней каплей было то, что меня пригласили на бенефис Дениса Матвиенко. И, короче говоря, человек я впечатлительный, эмоциональный. И меня прямо вот прибило просто. Я был поражен мастерством и вообще глубиной этого искусства. И, собственно говоря, вот так вот наобум, до конца не обдумав масштабы этой работы, я сказал, да, все, я берусь. Мне не было ни страшно ни на секунду, в том плане, что я была уверена, что он напишет хорошую музыку. Вот у меня была эта уверенность, особенно после того, как я услышала вот саундтрек, который он создал для фильма «Оттепель», аранжировки к стилягам. Я поняла, что это вообще мультистилистичный композитор и очень хороший стилизатор. Константин очень долго искал правильный посыл. Он очень долго пытался вот найти ту волну, вот, до которой надо развивать, которую надо раздувать в себе, да, вот, как правильно поддержать и музыкально передать современную историю. Собственно говоря, описав первый акт, я понял, что для того, чтобы писать второй акт, мне нужен помощник. И, собственно говоря, такой помощник, слава богу, у меня есть. Это мой друг, аранжировщик Юрий Шипета. И, собственно говоря, второй акт делал он уже по мотивам первого акта, который уже был написан. Он продолжил, собственно говоря, на написание второго акта. Крупные формы я вообще никогда не писал. Поэтому первое – это то, что интерес вообще к этому прикоснуться, да. Ну, учитывая то, что такие люди во главе, да, там, Дуайт, потом Константин, с которым я уже работаю, уже вот сейчас это уже 14 лет в этом году, кстати. Вот, и, ну, а почему бы и нет? Юрий Шипета, он работал вместе с Константином над вторым актом, он привнес свое, и у них вдвоем, ну, получилась просто действительно очень красивая музыка. Честно говоря, опыта никакого, но ни у Кости, ни у меня. То есть это как бы первая такая работа, вот первый прыжок. И во многом делалось это все вслепую, если можно так сказать. То есть ты вроде как читаешь, вроде как понятно и непонятно. То есть все это как-то на каком-то интуитивном каком-то уровне. Нет, просто до этого у вас тут шпагат какой-то. Вот здесь вы что-то с Денисом делаете. Когда они заканчивают шпагат, я делаю ровно. No, what I'm saying is that's it. Yes. Yes, it's but just waiting people. Yeah. They do like runs or something. What we need to do is make sure that this moment, which is your legs and their fall, is on that music. Yes, but ты понимаешь, я жду их. And То есть у тебя тоже будет знак, когда ты будешь убирать Катю. Before, А так я по тебе только убираю. I think you should keep the choreography. I just feel like maybe things have to stretch out a little longer. You're only recently have you been getting early and more early. The scene that is actually around the table is scene 16. And that's back at the Buchanans. And it's definitely centered around a meal. And but a lot of times it wasn't so much about them eating, it was about them coming together and trying to have a civil conversation, yet all of the characterizations and the story and their own selfishness or whatever their goal was and the secrets and the things that were sort of, it's funny because they were kind of things that are under the table were actually put on top of the table. So one of the things that I thought would be great is to dance on top of the table and to put the issues all around the table.
I love Back at the Buchanan because it's so different. It's very raw and spare and open. Партитура сложная, требующая большого количества репетиций. В силу того, что это произведение новое, оно еще не на слуху у музыкантов и так далее. В Киеве мы в общей сложности потратили на репетиции и запись недели 2. То есть это было примерно 14-15 дней. То есть осваивание этого произведения. Ну, опять же, я не знаю, стоит ли об этом говорить, там, насколько это, опять же, будет зрителю интересно. Тогда, когда начинается вот этот вот риф, который держится, собственно говоря, на протяжении всей всей сцены, он так имеет там развитие, может быть, тональное чуть-чуть. И вот эти вот постоянно пунктилистические такие вот точечные, вот такие в разных группах такие акценты, да, которые друг друга перекрикивают, и потом в конце концов они выходят уже на такую кульминацию. Вот. Но вот как-то я вот себе представил, вот, ну, хотел просто передать вот всю вот эту нервозность, вот эти все вот эти вот выкрики, да, эти крики и так далее, и так далее, и так далее. Мы ускоряемся, замедляемся, это передается вся, достаточно нервная обстановка за столом, наша беседа. Все это посредством тела. The character that I'm playing in The Great Gatsby is Meyer Wolfsheim, and I think to me he represents the dark side of Gatsby's past and how he became to have what he has. So in Dwight's production, I kind of represent the darkness that follows Gatsby throughout his journey through the novel. And your body has to do that. Yeah. So your body goes out and comes back. Yeah? Ready? All together and go. Yum bum bum, beat-um bum bum bum, beat-um bum bum, beat-um bum bum bum, beat-um. Point, yeah. This is now, I think Tina taught you flat, but it's Tandu. Yeah? I think if I related to anyone in this production, it would probably be there's a little bit of each one of these characters in me. I appreciate sort of the outstanding quality of Gatsby for sure. I can relate to his tenderness, his sort of
fragile emotional nature, his dreaming, his ability to dream and maybe not live in the present. So I guess it might be Gatsby after all. I think physically I try to portray my character through a lot of hard edges, which is challenging for me. I tend to be more languid of a mover. I tend to like to ripple through space, and it's challenging for me to actually hit things really hard. So I think that movement is really descriptive in how tough and cold Wolfsteinmeier can be. Я хочу показать там Тома не агрессивным таким, да, могучим человеком, у которого все есть, которому бездушным, которому все равно. Нет, он на самом деле очень тоже ранимый, хрупкий, и я пытаюсь показать его наоборот очень ранимым, что он на самом-то деле очень ранимый и все это сильно переживает и чувствует. Мой персонаж, мой Гэтсби, я стараюсь абсолютно сделать таким же, как он и Фиджеральда. Ничего не придумывая. Естественно, есть какие-то нюансы, какие-то краски от меня. I think that the Great Gatsby, this production is definitely a high point for me, career-wise, because it's large. I like the fact that I'm using dancers from Russia, from Ukraine, and also dancers from America, from my company. And I think that makes it very interesting. It is kind of what my sort of legacy is about anyway, which is mixing. And now that I've seen the opening night, I really want to go back in the studio and continue to work on it. So that will happen not in the studio, but on the stage in rehearsals before. So am I satisfied? Not 100% yet with everything, but I think we have a really good blueprint of The Great Gatsby. Не хочется останавливаться, хочется постоянного движения. Вот, наверное, так. И слава богу, что по окончании этого всего можно теперь уже сказать, что это достаточно успешная работа, потому что в зале аншлаги и так далее. И он постепенно набирает, расходится какое-то сарафанное радио, и он набирает обороты. Я очень надеюсь, что со временем это произведение станет в один ряд все-таки с успешными балетными работами. В любом случае, мне кажется, что это героизм и со стороны продюсеров, со стороны постановщика, безусловно, и со стороны, наверное, авторов музыки тоже.
Артисты, come here, come here. Ребят, на репетиции проходили все отлично. Помните расстояние, все. Синхрон у нас станцованный, у нас костяк классный, работа прошла. Так что давайте с улыбочкой, с настроением, пожалуйста. Давай. И...